Как определить нарцисса в переписке на первых этапах? Дело в том, что когда мы переписываемся, а мы живем в современном мире часто вообще любое общение начинается с переписки. Когда мы переписываемся, мы не видим очень многих вещей. Когда ты общаешься с человеком вживую, ты не только слышишь, что он тебе говорит, в том плане, какой смысл несут его слова. Ты слышишь, как он это говорит. Ты получаешь всю его невербалку. То есть, каким тоном он говорит, как он жестикулирует, какая у него мимика. Кроме того, если ты задаешь какой-то вопрос человеку, то в живом общении отреагирует он сразу. Даже если, предположим, реакция будет недоумение или, скажем, какое-то замешательство, все равно это реакция, которую ты получаешь сразу. В переписке человек может взять себе время для того, чтобы подобрать нужные слова, и поэтому очень сложно иногда бывает понять, с кем ты имеешь дело, когда ты переписываешься. Очень такой узкий канал коммуникации, это переписка. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр, психотерапевт, и сегодня мы с вами разберем наиболее частые манипуляции нарциссов в переписке, для того, чтобы вы могли по переписке уже понимать, что вот к вам используется такая-то манипуляция, а эти манипуляции, как правило, делают нарциссы, соответственно, делаем соответствующие выводы. Так сказать, предупрежден, значит вооружен. Если вам эта тема интересна, она должна быть интересна, потому что тема актуальная, ставьте лайк под видео, поделитесь этим видео в своих соцсетях, чтобы ваши друзья его смогли посмотреть, и мы незамедлительно начинаем. Итак, как правило, общение с нарциссом начинается с фазы идеализации, ну или еще и называют лавбомбинг, потому что в эту фазу нарцисс вас просто бомбардирует своей любовью. Он оказывает вам знаки внимания, какие-то комплименты, много сиропа, такая лесть всевозможная, широкомасштабная, разрешенная и запрещенная. То есть он старается вас эмоционально к себе расположить, чтобы у вас возникла такая эмоциональная связь, чтобы вы его ассоциировали с чем-то таким очень приятным, с этими приятными чувствами, которые у вас возникают, когда вам говорят какие-то приятные вещи. Соответственно, в переписке такая манипуляция называется моустинг. Моустинг от слова most, то есть самое перфектная, когда он начинает вам писать сообщения, где вас восхваляет, пишет вам о том, что вы самое лучшее, что как ему повезло, что вот вы наконец-то нашлись, вы наконец-то встретили друг друга, и что все минуты, когда он проводит за клавиатурой, пока он вам пишет, наилучшие. Ну, в общем, короче, вот очень много такого вот перфектного всего, что вот вы лучшее, вы самое совершенное и так далее. Когда он понимает, что вот на уровне переписки, что вот прям он чувствует через компьютер, что вы с той стороны очень сильно к нему эмоционально привязаны, он делает такой единомоментный акт. Он берет и просто пропадает. Пропадает, скорее всего, он переключается на кого-то другого или занимается чем-то другим, но для него очень важно, ну, как будто бы представлять себе просто садистически то, как вы будете теряться в догадках, куда он делся и почему же он так много мне всего приятного говорил, а теперь он пропал, может с ним что-то случилось, будете думать вы, или может быть он передумал, и, соответственно, он забирает все эти приятные слова, которые он мне говорил, соответственно, что идеализация как бы предполагает переход в обесценивание. То есть, если в живых отношениях фаза отношений с нарциссом это идеализация, обесценивание и отказ, в случае с перепиской, то есть когда эти отношения только на уровне переписки, все делится на две фазы. Фаза идеализации, то есть моустинга, и фаза его исчезновения, которая в принципе соответствует фазе как обесценивания, так и отказа, то есть утилизации. Он исчезает. Он исчезает, таким образом оставляет вас как бы с этими переживаниями. Гоустинг, от английского ghost, призрак. Это ситуация, когда вначале мужчина пишет женщине, а потом он внезапно пропадает. И женщина, как бы оказавшись в ситуации, когда вчера мы еще общались, я уже, ну, вроде бы как нахожусь в контексте каких-то отношений, пускай таких эпистолярных в переписке, но все равно мы как-то переписывались, ничто, в общем-то, как бы не намекало, что все шло хорошо, мы даже не ссорились, вообще не было ничего, он куда-то пропал. Женщина пишет, естественно, этому мужчине, что ты где там, куда пропал, а он просто вот как будто бы исчез. Еще бывает такая как бы более сложная манипуляция, это когда он при этом читает, но не отвечает. То есть он, соответственно, как будто бы заставляет женщину переживать в том, что же пошло не так, в чем же дело. То есть ситуация, когда женщина все еще находится в отношениях с мужчиной, а он как этот вот призрак, ghost, он исчез, его уже нет. То есть вы как будто бы держите в голове человека, которого на самом деле уже нет. То есть такое бывает с мужчинами, которые, ну скажем, вроде бы как с одной стороны и хотят отношений, но у них есть борьба мотивации, связанная с тем, что они не могут себе их позволить эмоционально, там, финансово, в связи со своей какой-то зависимостью, в связи с тем, что у них там жена в конце концов есть, там, и дети. То есть он вроде бы как пошел в какую-то переписку, как пошло это в сторону построения каких-то здоровых отношений, а потом он просто берет и исчезает, не в силах даже нормально попрощаться. И в такой ситуации женщина, естественно, испытывает ощущение, что как будто бы я там сейчас с привидением общаюсь. Зомбинг. Зомбинг — это такая манипуляция, когда человек из переписки когда-то пропал, возможно, вот после гоустинга или там моустинга,
вы его уже забыли. И тут он вдруг появляется, как ни в чем не бывало. Пишет: привет, как дела? Ты чего не пишешь? Причем пишет тебе человек, который когда-то пропал там полгода назад. Ты ему писала, что ты где пропал, там в чем дело, с тобой все нормально. Потом, ну ладно, как-то пережила, думаешь, ладно, что-то там с человеком, какие-то свои проблемы. И он пишет, как будто бы вообще это в тебе проблема, а не в нем проблема. То есть такой немножко газлайтинг, что ну нормально, я просто хочу пригласить тебя на кофе. В такой ситуации женщина оказывается в ситуации такого недоумения, что ли. То есть, по сути, он как-то ведет себя, как будто бы все нормально, в ситуации, когда все как-то очень необычно, ненормально. И пока она находится в недоумении, это такое вот, знаете, шаткая ситуация, когда мужчина может продавить свою волю. То есть, например, он говорит: слушай, ну давай с тобой все-таки сегодня встретимся. И женщина думает: ну давай встретимся, я хочу хоть и посмотреть, что он скажет. Я хочу понять, в чем здесь дело. Все настолько непонятно и путано, что даже, знаете, немножко интригует. То есть в такой ситуации мужчина может как бы, ну вот таким образом, пропадая, а потом через какое-то время появляясь, ну как будто бы нахрапом продавливать свою волю и какой-то контроль устанавливать. Бенчинг. Следующая манипуляция от слова bench, это по-английски скамейка или скамья запасных. Это такая идиома, которая в английском языке соответствует нашей идиоме запасной аэродром. То есть когда мужчина в переписке поддерживает вроде какие-то такие тлеющие, вялотекущие какие-то отношения с женщиной, вроде бы как он что-то ей говорит, что я рад, что мы с тобой общаемся, может писать какие-то доброе утро, спокойной ночи, но никаких конкретных планов нет. На какие-то, предположим, инициативу женщины как-то встретиться или там поговорить по видео он не идет. То занят, то не сейчас в работа, то еще чего-то, то настроения нет, то сплю. То есть получается, он держит женщину как бы такой теплой на случай, если вдруг ему понадобится в этих отношениях как-то вот развивать их. То есть обычно у такого мужчины есть несколько вот таких вот как бы вялотекущих спящих отношений, которые он просто так немножко так поддерживает, чтобы женщина не ушла. При этом ему, во-первых, нравится, что ему уделяют внимание. Во-вторых, если это нарцисс, то он, получается, в каждом из этих отношений понимает, что он женщине не додает, и что женщина там как будто бы голодна в этом общении. Соответственно, вроде бы как он понимает, что я такой нужный вот со всех сторон, с несколькими женщинами, и он может, в принципе, поддерживать эти отношения бесконечно долго, просто пользуясь тем, что ну вот я пишу, а мне отвечают: о, ну хорошо, все, на этом на сегодня хватит. Ну и сталкинг. Сталкинг — это такая манипуляция, когда мужчина начинает за вами следить. То есть тут есть два варианта. Первый вариант: вы с ним где-то переписываетесь, вроде как знакомитесь или как-то пересекаетесь, а потом вдруг вы обнаруживаете, что он подобавлял вас во всех соцсетях, или во всех соцсетях вас как-то вот следит за вами, сталкерит. Он начинает везде вам там лайки ставить. Эти лайки могут быть немного такие провокационные. То есть он может ставить какие-то, ну скажем, лайки, которые означают не то, что в общем-то адекватно в такой ситуации. Он может оставлять какие-то едкие комментарии. Он может, в принципе, там, не знаю, лайкать, скажем, исключительно только ваши фотки, где вы находитесь рядом с какими-то мужчинами, или где вы находитесь где-то там близко к дому. Ну, чтобы, то есть он старается своей такой деятельностью как-то вызывать в вас какие-то эмоции. Он немножко как бы так подпугивает. Это первая ситуация, но тут как бы еще можно теоретически как-то прояснить отношения. И вторая ситуация — это когда вы даже с этим человеком не переписывались. Просто вы в какой-то момент понимаете, что какая-то активность, вам какие-то лайки ставят, и вроде как это один и тот же человек с разных аккаунтов, или в разных соцсетях это аккаунты одного и того же человека. И в такой ситуации, опять же, в какой-то момент ты можешь как бы задаться вопросом: а какие мотивы его? Зачем он это делает? В такой ситуации, конечно, опять же, женщина начинает тревожиться, переживать, и это может быть один из мотивов сталкера. То есть ему очень важно вызывать у другого человека вот такие вот эмоции. Собственно, что же делать? В такой ситуации прежде всего нужно опираться на свое эмоциональное состояние. Если вы чувствуете, что вот эта переписка, она приводит к тому, что после этой переписки вы чувствуете себя как-то тревожно, неспокойно, небезопасно, как-то у вас, скажем, настроение падает, то вам нужно понимать, что эта манипуляция, она идет вам во вред. И вам нужно размышлять не о том, почему этот человек так себя ведет, что там у него в голове происходит, что там как бы вот разбираться в сложных хитросплетениях его там каких-то там, не знаю, больных фантазмов. Вам нужно понимать, что если эта переписка мне вредит, то мне нужно начать с того, что убрать вред. Мне нужно перестать позволять себе находиться в переписке, которая мне, просто меня разрушает. То есть вам нужно просто положить конец этой переписке. Соответственно, если вы переписываетесь с каким-то человеком, отношения с которым вам важны, бывает такое, что вот человек, вы как-то привязались к нему, чувствуете, что вы там его любите, а он, скажем, вот так себя ведет, там то пропадает, то появляется. То здесь нужно прямо это прояснять. Нужно прямо говорить, что вот ты ведешь себя таким-то образом, не обязательно эту манипуляцию как-то называть, просто вот ты ведешь себя таким-то образом, мне это не нравится.
Это первое, ну и часто последнее, что вы можете сделать, потому что если человек вас не слышит, человек не хочет вас слышать и не хочет, так сказать, исправлять свое поведение, ну тогда, значит, смотрите первый пункт. Вас разрушает такое общение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сталкивались ли вы с какими-то из этих манипуляций, было ли такое, что в переписке абонент, так сказать, по ту сторону вел себя как-то так, что вы просто не могли понять, что происходит, что вы как-то чувствовали себя небезопасно, тревожно, или, скажем, просто какое-то было смятение или даже раздражение. Обязательно напишите об этом в комментариях, я ваши примеры все использую потом в своих эфирах, мы их обсуждаем, это такая важная штука. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, можете этим видео поделиться в своих соцсетях, чтобы ваши друзья могли посмотреть. Подпишитесь на канал, вдруг вы еще не подписались, ставьте колокольчик. Берегите себя и своих близких и до встречи в следующих выпусках.